Всем добрый день. Я редко снимаю ритуалы днем, но сегодня я решила отдохнуть, заняться собой, снять несколько ритуалов, потому что я очень много выложила в последнее время бесед. У меня постоянно не было времени просто на ритуалы, на снятие ритуалов. Я говорила, что я собираюсь и никак не соберусь. И вот чтобы уделить вам внимание, чтобы вам подарить новые интересные работы, я все-таки решила один день сделать перерыв и ответила некоторому количеству людей. Остальное я просто пока заморозила до завтра. И сегодня буду снимать ритуалы, нужные вам всем. Дорогие друзья, очень часто мы слышим о людях, которые неудачливые, которым, вечно не везет, у которых постоянно какие-то проблемы и бедствия, да, мы говорим о них, горемычные люди. Это от слова горе и мыканье. Мыканье, что значит пустые хлопоты. Человек тратит свою энергию, свое время на пустоту. Он не может найти решение. Он вроде пытается, старается, но у него ничего не получается, не выходит. Вот таких людей называли горемычными. В магии каждый аспект человеческой жизни получает определенное имя. Так легче визуально создать некую сущность и изгнать или призвать наоборот. Вот горе человеческое, неудачливость, постоянные неурядицы в жизни тоже в магии носит определенное имя. И называется эта сущность горемыка. Например, в древние времена очень боялись видеть возле порога старуху. Не настоящую старуху, а именно старушку такую в оборванных вещах, в лаптях. Иногда она приходила богато одетая, но она была с голодными глазами, с дрожащими руками, и человек открывал дверь, и это видение исчезало, и у человека был ужас и потрясение, потому что человек понимал, что впустил в дом горе. И вот издревле люди боялись нищеты, боялись разорения, настолько, что нищим подавали, не касаясь их руки. И отсюда и появилась вот традиция ходить в шапке или в коробочке, да, чтобы туда кидали деньги. Так, секунду. То есть вот этот страх, паника, неудачи, она одна из самых весомых, и это зачастую порой мешает человеку идти вперед. Этот ритуал я дарю простым людям для того, чтобы они время от времени очищали себя от черной энергетики. Если ведьма может снять с вас очень страшные проклятия, заклятия, несчастье, да, извод рода и прочее, то, что вы не можете. Кстати, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что не нужно мне писать лично, дайте мне шепоток какой-нибудь такой-сякой. Не ведите себя столь развязанно, не нужно меня гневить. Я по заказу вам не отправляю эти работы, я по заказу не снимаю, я снимаю, дарю то, что считаю нужным и уместным, и то, что человек простой может провести. Не потому, что я не хочу этого или мне жалко для вас, а потому что я знаю, что может, что можно простому человеку, а чего ему нельзя никак. Если этот ритуал дать человеку вместе с чисткой, то есть если ведьма работает, да, совместно с человеком, и дать ему провести этот ритуал вместе с чисткой, то результат будет отличный и очень быстрый. Я иногда даю людям определенные ритуалы сделать, то есть говорю, какие сделать. После того, как я снимаю самое основное, я говорю, что делать, чтобы мы вместе, совместно ускорили эту работу.
И вот этот ритуал один из таких совместных работ с ведьмой. Он даст больше эффекта. Но если вы отдельно сделаете, тоже будет эффект. Просто в том случае надо будет иногда повторять. Вам нужна емкость, которую вы потом можете выкинуть. Поэтому я взяла вот, по-моему, папье-маше называется. Вот из такой вот штучки. То есть одноразовая вещь. Желательно, чтобы это не была пластмасса, желательно, чтобы это была бумага. Бумага или иной мягкий материал. Ну, одноразовый такой, который можно выкинуть. Продают же бумажные какие-то тарелочки такие маленькие. Потому что вам потом соли касаться руками нельзя. Вы должны вот прямо так взять, обернуть в какую-нибудь черную материю или в старую свою майку, там, футболку, старую, которую вы уже не носите. Вот прямо обернуть, завязать в узлы и вынести из дома. Вынести и с 6 монетами оставить возле дерева. Положить возле дерева, повернуться, кинуть с левой рукой через левое плечо, сказать: «Откупаюсь от горемыки». Да будет так, и уходить. Почему я сказала возле деревьев оставлять людям? Некоторые переняли, свистнули эту идею, но объяснить не могут. Потому что деревья считались издревле проводниками в мир духов. Считалось, что на деревьях живут духовные сущности. А основное количество духов живут на деревьях. И поэтому, оставляя возле деревьев, вы как бы отправляете посыл потустороннему миру. На перекрестках откупаются от более черных дел. И чаще всего на перекрестках откупаются профессионалы. Потому что перекресток называется как по-другому, в других традициях он называется чертов дом. Например, в армянском языке перекресток хачмерук, что в переводе вообще он делится на 2 слова хач, мерук, что означает крест умер. То есть кресту здесь делать нечего. То есть уже ничего из той веры, которая вас защищает, здесь не действует. Здесь умер крест, на этом его власть ограничена. Понимаете, вот перекрестки, они так и называются на армянском языке. Итак, изгнать горемыку. Эту старушку, которая мешает жить. Это горе, мыканье, внутренние страхи, тревоги, панику, неудачи, закрытые постоянно дороги, куда бы ни стучался человек. То есть облегчить свою дорогу и убрать эту неудачу, которая пытается питаться твоей энергетикой. Это нечто такое, некий энергетический сгусток из различных сущностей, которые прилепляются к человеку и начинают высасывать его энергию, его, то есть его жизненный потенциал. Съедают, обезвоживают его, как и организм, так и душу. И оторвать, выгнать эту горемыку из своей жизни. Есть различного типа заговоры, ритуалы изгнания горемыки. Я вот свой хочу вам подарить, он не менее сильный, как вы уже поняли. Вам для этого нужно взять соль, поскольку соль – это намек на соленые слезы, на боль, на неудачи, на горе и так далее. 3 свечи. Можно церковные, можно обычно восковые, какие хотите. Практикам рекомендую делать черные. Практики могут провести с людьми то же самое, пригласив к себе домой. Если у них не получается все-таки, они могут этим тоже очистить. Просто в руках практикующего человека такой ритуал в 50 раз сильнее получится. Понимаете, в чем разница? Но если вы сами себе будете делать, дорогие друзья, он будет сильно, надо будет иногда повторять. Потому что это отрицательная энергетика и зависть добрых людей вокруг нас, в кавычках, она постоянно. Пока мы живы, нам завидует. Когда нас не будет, будут завидовать нашей славе. Поэтому оно всегда должно быть. Но когда нас не будет, нам уже очищаться не надо, да, а пока нам надо это делать иногда, периодически. Итак, соль. Насыпьте соль. Поставьте свечи, прям 3 свечи, вот таким образом. Еще 1 свеча. Иди сюда, Пусек, не мешай горемыку выгонять. Иди сюда.
Там ходят эти дети невоспитанные, бьют эту мусорку, постоянно шум создают, и вот его раздражает. Так вот, зажигайте из 3 свечей. Одного, второго, третьего. Должны быть 3 свечи. Вы 3 раза должны будете читать. Просто я одну свечу взяла, потому что у меня нет столько памяти, и это говорить и смысла не вижу. 3 свечи там, 3 здесь лежат. Значит, 6 свечей получается. Дорогие друзья, значит, против часовой стрелы крутите над вашей головой, читайте 3 раза, потом крутите над этими свечами. Она сейчас далеко находится, мне неудобно, но вы сможете это сделать. Потом снова 3 раза над головой, 3 раза здесь. У вас будет ощущение, что вас тянут за уши. Вам станет, знаете, как воздушное состояние, мурашки пойдут по телу, начнут колоть прям как 1000 иголок по всей коже. Вам нужно будет это прочитать. 1 раз читается заговор, 3 раза над головой, 3 раза здесь крутим. В конце есть припев, я называю. Когда читаем припев, нужно капать свечу и читать столько раз, пока свеча, не докапается до этого уровня хотя бы. Скажем, не останется малое это количество свечи, недокапанной, да? И эту свечу кидаете туда, берете новую свечу, опять, значит, 3 раза вокруг головы своей, 3 раза вокруг этих 3 свечей. Опять читайте до того момента, где нужно как бы припев называть, то есть четверостишие, но там немножко больше. Докапывайте эту свечу, опять же, до малого количества, и это туда кидайте. И так 3 раза. А потом оставляйте эти 3 свечи догореть. Когда они догорят, закончатся, возьмите эту емкость, значит, заверните в старую вещь или в черную ткань, спустите вниз. Желательно в тот же день это сделать. Поэтому выберите такое время. Вы можете это провести любое время. Можете хоть утром это провести. Это никак не мешает. Выберите такое время, чтобы в течение дня вы вынесли это. Нежелательно, чтобы оно осталось. Если останется, ничего такого, трагедии не будет, но 20% ослабеет ваш ритуал. Поэтому лучше это вынести. Сразу вынести возле любого дерева, оставить откуп и уйти. После этого ритуала совершения, пока свечи будут догорать, я извиняюсь за подробности, очень сильно вас может организм очиститься. То есть вам придется бегать в туалет в течение этого дня, учтите. Поэтому делайте такой день, когда вам особо выйти никуда не надо. Потому что в вас начнет очищаться все. Иногда и тошнит, и рвет. Но чаще всего это ограничивается тем, что я сказала. Итак, давайте я вот так вот крутить не буду постоянно, да, просто 1 раз покажу и все, потому что мне читать нужно. Некоторые говорят, что бывает, что я как бы не очень разборчиво читаю. Вы знаете, когда темно, и когда у тебя со зрением не очень, и тебе нужно и рассказывать, и движения эти показывать. Не все могут все одновременно очень четко и ясно выполнить. Поэтому мы всегда пишем под роликом ритуал. Большая просьба, будьте, пожалуйста, образованными, культурными людьми. Не надо через 15 минут, как загрузился ролик, сразу писать, а где заговор, а что нету, а где ритуал? Не ведите себя так. Это некрасиво. Ритуал в течение сутки и 2, как правило, как только Яна освобождается, она сидит очень доходчиво, очень красиво, очень грамотно все это излагает и ставит для вас, чтобы вам ничего делать не надо было. Просто переписать или взять себе, распечатать, понимаете? Поэтому имейте просто уважение и воспитание. Начнем. Так. 3 раза над головой, 3 раза над свечами. Ай ты, горемыка горемычная, мученица нищебродка, попрошайка сумасбродка, несчастная, плаксивая, великомученица горемыка. Видите, она уже
трещит. Приходишь ты в час черный, приносишь нищету и помеху, переполох и суету, души маяту, страхи и беду. Богачей разоряешь, житие отравляешь, шла бы ты проклятущая через леса и поля, в соленую пустыню. Там рыдай, там причитай, да чтобы ты сгинула, проклятущая старуха. Не мне, а тебе горючие слезы лить, не мне, а тебе сгинуть да тужить. Тьфу на тебя и вниз на пол. Тьфу, тьфу, тьфу. Вот это уже есть припев, скажем так. Это когда свечу надо капать до конца. О, видите, не хочет уходить. Изгоняю я горемыку. Плач, горе горемычное. Великомученица несчастная. Старуха безобразная. Плачет горемыка слезами воска. Ноет, воет, убирается. Моя судьба очищается. От бед, от горя, от переполохов, от маяты и суеты. Плачет горемыка слезами воска. Ноет, воет, убирается. Да будет так. Читаем дальше, пока свеча горит. Я здесь неудобно поставила. Вы поставьте удобнее, чтобы капать. Изгоняю я горемыку, плач горе горемычное, великомученица несчастная, старуха безобразная, плачет горемыка слезами воска, ноет, воет, убирается. Моя судьба очищается от бед, от горя, от переполохов, от маяты и суеты. Плачет горемыка слезами свечи, ноет, воет, убирается. Да будет так, заклято. Изгоняю я горемыку. Плач, горе горемычное, великомученица несчастная, старуха безобразная. Плачет горемыка слезами воска, ноет, воет, убирается. Моя судьба очищается от бед, от горя, от переполохов, от маяты и суеты. Плачет горемыка слезами воска, слезами свечи, ноет, воет, убирается. Да будет так, заклято. Ну, в общем, вот так рука устала. Поставьте таким образом, чтобы вам удобнее было капать. А то, как видите, у меня свеча чуть-чуть расплавилась от огня. И вот так сначала крутя 3 раза над головой, потом 3 раза над свечами читать, а потом в конце начинать капать и дочитать до того, пока от свечи останется малое такое количество, малый агарок. Потом кинуть это туда, взять вторую свечу. Точно так же читать. 3 раза 3 свечами начитывать, кинуть свечи туда. Эти 3 свечи нужно, чтобы они догорели. О, здрасте. Горе горемычное. Уйти не хочет. Сволота. Будьте осторожны. Видите, какая злая старушка. Наша горемыка. Но все равно придется ему уйти, конечно. Фу, противный запах. Все, дорогие друзья, здесь свеча пускай догорает. А я начну загружать ролик. Потом сниму еще. Сегодня интересные вещи я вам хочу подарить. Всем удачи.